Привет! Меня зовут Воронкова Юля. В этом видео я покажу, как приготовить простой медовый торт из доступных продуктов. Этот торт я готовила себе на день рождения, поэтому сделала не самый низкокалорийный вариант, который возможен, но надеюсь, вам этот рецепт тоже будет полезен. Для приготовления понадобится 80 граммов отрубей. Здесь у меня смесь овсяных и пшеничных, но можно обойтись одним вариантом. Предварительно я их измельчила в кофемолке. К отрубям добавляю 80 граммов полбяной муки или любой цельнозерновой, щепотку соли, чайную ложку соды и перемешиваю. В отдельную миску добавляю 50 граммов размягченного сливочного масла, 50 граммов меда, и 100 граммов густого греческого йогурта или сметаны. Если хотите более медовый вкус, то добавьте больше меда и уберите часть йогурта. Немного взбиваю миксером. В большую сухую миску разбиваю 4 яйца, добавляю 80 граммов эритрита и взбиваю миксером до пышной пены. Теперь добавляю медовую смесь. Немного перемешиваю лопаткой и просеиваю половину сухой смеси. Аккуратно перемешиваю лопаткой. Просеиваю вторую половину. И окончательно перемешиваю. Разливаю тесто по двум формам диаметром 16 сантиметров. Если у вас нет двух одинаковых форм, то можно обернуть кольцо двумя слоями фольги, плотно завернуть бортики, вынуть кольцо и выпекать в получившейся формочке. Выпекать бисквит при температуре 180 градусов Цельсия в течение 35 минут. Затем остудить. Каждый бисквит я буду делить на два равных коржа. Для этого лезвием или острым ножом делаю неглубокие надрезы по всему периметру. Продеваю в этот надрез нитку и стягиваю ее крест-накрест. Также отделяю и верхушку. Таким простым способом всегда получаются тонкие и ровные коржи. А теперь приготовлю крем. В большую и сухую миску выливаю 250 мл очень холодных и жирных сливок, минимум 30% жирности. Важно, чтобы сливки были очень холодные, а посуда идеально сухой, иначе ничего не взобьется. Взбиваю миксером на максимальной скорости до устойчивых пиков. Добавляю ванилин, 8 граммов интенсивного подсластителя, немного перемешиваю. Добавляю 250 граммов густого греческого йогурта и перемешиваю лопаткой. Чтобы хорошо снизить калорийность торта, можно сливки заменить тем же йогуртом. Крем получится более жидкий и кислый, но торт с ним будет тоже очень вкусный. А теперь соберу торт. На подложку выкладываю капельку крема и размазываю, чтобы торт не скользил. Кладу первый бисквит. На него чуть меньше четверти крема и равномерно распределяю.
Также в честь праздника мне захотелось добавить 40 граммов чернослива, но это совсем не обязательно. Нарезаю треть чернослива довольно крупными кусочками. Накрываю вторым бисквитом и точно так же повторяю еще 2 слоя. Обильно смазываю торт кремом сверху и по бокам. Теперь измельчаю в крошку верхушки от бисквитов. Можно, как я, блендером или просто покрошить руками. Получается такая рыжая крошка. Теперь этой крошкой обсыпаю торт со всех сторон. Слегка прижимаю крошку, убираю снизу все лишнее и отправляю торт в холодильник минимум на 8 часов. Получается очень мягкий, но в то же время довольно плотный, вкусный праздничный торт. Если вам откликается мое творчество, вы можете оказать поддержку этому каналу, оформив спонсорство, а также поставить лайк и подписаться на канал. Приятного вам аппетита!